Друзья, я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать. Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь, тем самым вы поможете моему продвижению. К сожалению, история с водяным насосом в моем колодце не закончилась положительно. Через 2 дня насос умер полностью. Ребят, хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто откликнулся в комментариях и начал писать о возможных причинах и нюансах, из-за чего у меня не работал насос. Вот, да, действительно, у меня в доме стоит УЗО на весь дом одно. И когда насос я включал в розетку, подключенную к этому УЗО, вот, то у меня выбивало как бы электроэнергию во всем доме. Вот, когда я подключил насос в удлинитель, который не запитывался от этого УЗО, у меня насос работал. Вот, но подключив другой инструмент в розетку, где у меня подключена розетка, которая подключена к УЗО, инструмент у меня работал и ничего не выбивало. Соответственно, было ясно и понятно, что дело в самом насосе. Кстати, друзья, если у вас есть знакомые, кто занимается колодцами в Можайском или Русском районе, ну, чтобы не ехать людям за много-много километров, я бы пообщался с этими людьми, чтобы они сделали диагностику моего колодца, так как я им недоволен. Вот, мне его, во-первых, выкопали не совсем так, как нужно было. Но это мое мнение, я не специалист в этом, возможно, я ошибаюсь. Вот, но работа была сделана безобразно. Это первое, что делали у меня на участке, ну, не считая того, что было здесь построено. Вот, соответственно, мы сделали колодец, но он не совсем хорошо сделан, потому что первое кольцо там то ли заилило, то ли замыло, то ли они не убрали. Но вот это все нужно сделать и привести в порядок. Если есть, напишите, пожалуйста, или мне в Инстаграм, в Директ, или в комментариях. Вот, и постараюсь связаться с этими людьми и пообщаться. Огромнейшее вам спасибо. Дорогие друзья, те, кто оплатил участие в розыгрыше бани, но не написал, не прислал свои данные на почту, просьба обязательно напишите, отправьте свои все данные, и в обратным письмом вы получите номер участника, чтобы все было честно, друзья. Также в ближайшее время будем начинать уже строительство бани. Вот сейчас собираю все материалы, которые мне требуются. Вот, и естественно, вы сами первыми узнаете, когда я начну строить баню. Я ее вам покажу. Сейчас на данный момент дом у меня находится без воды. Сейчас буду смотреть насос, искать, где взять его подешевле, возможно. Вот, и буду заказывать или поеду, заберу сам. Насос я нашел, съездил уже, приобрел, купил, привез к себе. Сейчас я его вам покажу, друзья. Вот он выглядит в коробке вот так. Сейчас достану его полностью из коробки, продемонстрирую. Инструкция. Но эти все бумаги я сейчас пока уберу. Они мне не нужны. Мне нужен сам насос. Насос у меня в колодце стоит именно такой же. Просто-напросто мне нужно будет сейчас откачать колодец, демонтировать старый насос, достать его, смонтировать уже все, что там есть, сюда, на этот насос, и заново все смонтировать на место. Ну что, друзья, приступлю я к откачиванию воды, вот, и соответственно к демонтажу насоса. Сейчас все это буду тихонечко вам показывать. Мотопомпа у меня уже также стоит на тележке, поставил я. Вот, сейчас подключу все шланги, рукава, вот, буду запускать помпу.
Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Воду с колодца откачал. Вот сейчас вытащу шланг, который у меня был в колодце, чтобы он не мешал, отпущу лестницу. Вот, и буду спускаться, чтобы демонтировать насос. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Друзья, вот он сам насос. Вот он точно такой же. Сейчас мне нужно будет вот здесь его разъединить. Вот эту часть уже подсоединить к новому насосу. Так, вот эту резиночку нам обязательно нужно достать, она нам пригодится. Вот и сейчас я вот этот разъем буду откручивать. Водичку только солью. Вот, пожалуйста. Убираем старый насос. Достаем новый насос. Друзья, для монтажа всех фитингов можно использовать как фум-ленту, так паклю с краской, так вот такую нитку. Как бы я также еще, кстати, есть резьбовые герметики, которые тоже очень хорошо помогают. Вот они там разные, есть синий и красный. Я использую синий. Красный, по-моему, идет для высоких температур. Вот, но герметики я не так часто использую, как нитку. Друзья, также важно, чтобы вот этот хвостик был по направлению закручивания. Если он будет против направления закручивания, то, соответственно, его просто-напросто будет вытягивать из резьбы и не будет герметичного соединения. А вот так вот затянули, подправили, расправили и наживили. Наживили и полностью закрутили. Так, теперь нужно будет собрать все обратно, установить сюда гидроаккумулятор. Делается это вот так. Вот, друзья, гидроаккумулятор немножко грязненький, испачкался. Пока я туда-сюда его достаю, вытаскиваю. Вот, но ничего страшного. Обязательно нужно использовать вот эту резинку. Она выполняет самую важную роль. Будет даже видно, как труба будет заходить вовнутрь. Вот, видели?
Вот, и вот эту часть просто затягиваем от руки. Кто переживает, что будет герметично, можно подтянуть ключом немножко. Вот, но я знаю, что даже и от руки будет достаточно. Все, вот, все оно на месте. Как монтирую в самом колодце, я вам не покажу, потому что, наверное, даже сейчас слышно, как наполняется колодец водой. И наполняется он достаточно быстро. Вот, давайте вкратце пробегусь, еще раз вам повторю, как у меня эта система работает. У меня просто-напросто я открываю в доме любой кран, либо это раковина в санузле, либо раковина, ну, кран смеситель на кухне, либо в душевой кабине. Вот, и у меня сразу же течет вода. Как это работает? Вот этот насос, в нем стоит какой-то умный там датчик. Ну, сейчас все чересчур умно и интересное. Вот мне этим и понравилось, что вот отсутствие вот таких гидроаккумуляторов в доме, которые создают давление, держат. Этот гидроаккумулятор у меня находится в самом колодце, он на 5 литров. И также он поддерживает нужное давление в системе. Кстати, друзья, еще забыл перецепить трос, на котором висит сам насос. У меня там смонтирован крюк, куда подвешивается трос. Ни в коем случае нельзя, чтобы насос висел либо на кабеле, вот на этом. Вот, он должен быть в слабинку. И также нельзя, чтобы висел насос на самой трубе, иначе насос тяжелый, и мало ли от каких-то вибраций, еще чего-то, чтобы он не выскочил из соединений. Сейчас зацеплю трос, вот, и буду отпускать в колодец. Друзья, такой трос у меня висит, он изолированный, облитый, не знаю чем, силикон, не силикон. Вот на таких хомутиках вот. Вот, и к кабелю прицеплен стяжками пластиковыми обычными. Друзья, вот так вот хомутик продели. На самом насосе у нас есть отверстие. Продеваем трос в него. Вот, и фиксируем хомутиком сам трос. У меня даже по старым местам получится его зафиксировать. Ну что, друзья, у нас получается хомут затянут, трос закреплен. Остается смонтировать стяжечки, вот, и установить все в колодец. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что вот смотрите, кабель, который находился в воде. Вот понятно, здесь вилка. Вот по вилке я сравниваю, но у насоса такого же диаметра. Вот получается, что этот кабель увеличился в диаметре. И я думаю, что где-то он, скорее всего, был пробит, замкнут и замкнуло. Вот, и из-за этого у меня, получается, сейчас не работает вот этот насос. Естественно, я его отдам в ремонт, вот, потому что он стоит немаленьких денег. И пусть мне его отремонтируют, и будет он у меня лежать в запасе. Ну что, друзья, система у меня полностью в сборе. Мне остается только ее сейчас смонтировать в колодце. Вот, я потороплюсь, побыстрее полезу устанавливать, потому что вода набирается очень быстро. Вы можете слышать как раз, как шумит она. Вот я полез, как смонтируют, так дальше расскажу, что будет происходить. Друзья, насос я установил. Сейчас я буквально несколько минут дожду, чтобы вода скрыла насос, чтобы насос скрылся в воде. Вот, и буду делать пробный запуск. Ну что, ребят, прошло пару минут. Насос у меня водичкой скрыло. Теперь вместе с вами предлагаю произвести первый пуск насоса. Вот если и слышите, он начал набирать воду. Ну что, друзья, все-таки была причина полностью стопроцентно в насосе. Он был, видимо, в предыдущий раз не совсем сломан, оставалось совсем чуть-чуть, и я его домучил.
Вот. Но, к сожалению, такое бывает. Вот. Сейчас я проверю и в доме вода как течет, как работает насос, работоспособность нового насоса. Ведь к нему предоставляется гарантия. Вот, все это в инструкции есть. Я сейчас не буду заморачиваться, показывать. На мой хаос на участке прошу не обращать внимания, потому что у меня тут постоянно идут стройка, ну вы в курсе. Вот, плюс вот такие моменты происходят. Также у меня происходит монтаж солнечных панелей. Вот. Надеюсь, ничего больше у меня не выйдет из строя и мои планы реализуются быстрее. В ближайшее время хочу полностью смонтировать все панели. Также, кстати, друзья, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь. Ведь там я выкладываю все в первую очередь. Ну что, друзья, насос работает, все прекрасно, электричество не выбивает. Дело было в насосе. Вот, естественно, я его буду искать сейчас место, где его можно отремонтировать, хотя бы сделать диагностику, в чем была неисправность, но сидеть без воды это тоже такое себе еще занятие. Насосом я в принципе доволен. Даже то, что он вышел из строя, я сейчас купил и установил такой же, идентичный по параметрам, по всему. Вот есть у них линейка там чуть-чуть мощнее, но так как я таким пользовался и меня он всем устраивал, я приобрел точно такой же. Цена, конечно, сейчас на данный момент кусачая. Есть и 30 плюс, есть даже самую минимальную стоимость я находил за 25 тысяч рублей. Вот приобрел я там за 26 800. Огромное спасибо моему знакомому продавцу сантехники. Что насос работает, все хорошо. Вот, мне остается собрать все, что я здесь натворил, убрать мотопомпу, собрать все рукава, навести небольшой порядок. Вот, и работать дальше. Хочу быстрее смонтировать вот эти панели. Вот, я просто-напросто уверен, что они будут работать очень круто. Они работают даже в пасмурную погоду. Как бы я испытал. Вот эти панельки у меня работали. Вот небольшой случай вам скажу. Просыпаюсь с утра. Ну, у нас же в лесу дачи. Вот, и получается, где-то в лесу там произошла авария. Вот, и соответственно без электроэнергии. А я не помню, мне нужно было срочно включить как минимум хотя бы ноутбук, вот, интернет, там чайник, все такое. Вот, у меня здесь смонтировано 5 панелей. Кто не смотрел выпуск, обязательно посмотрите. Здесь получается у меня смонтировано 2 киловатта. Вот, на террасе стоит инвертор, но если интересно, посмотрите, все увидите. Вот, и я вспомнил, что у меня же работают панели. Вот я от них бросил удлинитель как бы на второй этаж. Просто у меня здесь розетка на террасе есть, а от нее работает инструмент на улице. Вот, а я удлинитель бросил наверх, на второй этаж. Вот, подключил интернет, ноутбук, попил кофейку. Все прекрасно, просто-напросто. Ну, шел еще дождь. Вот такая благодать, красота. У соседей шумят генераторы. А у меня тихо, спокойно. Вот это тогда я почувствовал, что это круто, это классно. Да, поначалу это затраты, но потом понимаешь, что эти затраты окупаются. И с этими затратами ты чувствуешь себя на порядок лучше, на порядок комфортнее тебе от этих затрат. Вот, а смонтировав уже полностью станцию на 15 киловатт, друзья, на 15 вот на этой крыше, у меня полностью вся крыша будет в этих панелях. Вот тут 2 стопочки у меня лежат. Вот, то я полагаю, что у меня полностью я буду закрывать потребление своего дома. Вот, ну, я уже все вместе собрал тут и сантехнику, и электрику своего участка. На этом поставим точку. Друзья, хочу вам пожелать всего самого наилучшего, всех благ, крыши над головой. Вот, чтобы у вас не случались неприятности, и если они у вас, не дай бог, случаются, то выходите из них достойно. Пусть все у вас будет прекрасно. На этом мой выпуск подошел к концу. Пишите комментарии, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты. Все это поможет продвижению моего канала. Вот как заговорил.
Вот, а на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Ренат Строит. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока. С вами был Ренат.